Когда у тебя зарплата по часам, ты можешь делать вообще максимально качественно, тебе пофиг, тебе спешить никуда не надо. Первый этап, с которого мы начинаем, работать сверху вниз, на потолке тяжело. Если раньше у меня еще были какие-то сомнения по поводу... Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, очередная серия о переделке хрущевки от А до Я. Сегодня очень важный этап для этой квартиры, а именно теплоизоляция потолка. Я, если честно, хотел этого этапа избежать. Вообще, я думал сделать следующим образом. Взять пенополистирол, экструзированный XPS. Ну, вот, например, такой, только не троечку, а пятерочку. Залезть на крышу, там этот пенополистирол. Благополучно приклеить, накрыть каким-нибудь профлистом или рубероидом или еще чем-нибудь. И, в общем-то, избежать этих работ, которые на потолке, потому что работать сверху вниз на потолке тяжело, а утеплять, теплоизолировать крышу легко. Это бы у нас заняло всего лишь один день, и крыша бы получила дополнительную гидроизоляцию и, соответственно, утепление. Но, к сожалению, в ЖЭСе мне это сделать не разрешили. Сначала разрешили, сказали, без вопросов можете делать там все, что хотите. А потом сказали, что нет, мы все-таки передумали, лучше не делать. Поэтому, так как здесь 5-й этаж, и это именно изоляция не от холода, потому что здесь тепло, а от солнца, потому что крыша нагревается и в квартире становится не очень комфортно. Понятно, что если здесь будет кондиционер, то будет все в порядке, но нужно сделать все-таки дополнительную теплоизоляцию потолка. Для этих целей именно хорошо подходит экструзированный пенополистирол. Потолок сделан из узкоформатных плит перекрытия. На момент начала работ на потолке была известь, масляная краска и побелка. Первый этап, с которого мы начинаем, это, конечно же, нужно почистить потолок от побелки, извести, краски, тут, в общем-то, целый набор. И выбить межплиточные швы. Для чистки буду пробовать машину для шлифования бетона, также перфоратор с широкой лопаткой. Ну и еще пробовал сооружать вот такую щищалку. Тоже, в принципе, может помочь. Мой помощник Юра получил четкие инструкции почистить плиты до бетона, выбить швы и убрать все. И приступил к работе. Ребята, уезжал в Казань на 3 дня в командировку, да, на WorldSkills. Поставил подсобнику задачу счистить побелку с потолка и выбить швы. Показал образец работы. Вот образец работы, как должно это все выглядеть. Чистая плита и выбитые швы от извести. Здесь я уже сделал кусочек и в санузле сделал кусочек. Показал все, объяснил. У человека, значит, в наличии есть шлифмашина для бетона, пылесос с циклоном, есть аккумуляторный перфоратор, есть вот такая вот мотыга, есть еще обычных 3 перфоратора. И что вы думаете, он сделал? За 4 дня, смотрите, как он выбил швы. Человек выбил швы. Смотрите, как счищена побелка. То есть на эту побелку нам надо приклеить, сейчас будет пенопласт. Вон, куски, блядь, вообще где не чищено, да? То есть пару раз тыкнул перфоратором, швы ни хрена не выбил. Вот результат работы. Вот образец, который я сделал сейчас за 15 минут. А вот человек работал 4 дня. Причем работал 4 дня по часам. Я вообще ни хрена не понимаю, человек работает по часам. Когда ты работаешь, когда у тебя зарплата по часам, ты можешь делать вообще максимально качественно, тебе пофиг, тебе спешить никуда не надо. Все блядь, ничего не убрал. Сказал, блин, все, что есть, сложи в одну кучу, накрой клеенкой. Все засрано абсолютно все. Все.
Абсолютно все засрано. И присылает мне смс-ку, 2 дня назад. Я все сделал, я молодец. А все потому, что родственников на работу брать нельзя. Берешь студента, не нравится, пинок под зад. А тут еще с ним надо нянчиться. Пришлось доделывать все самому. У меня появился новый аккумуляторный инструмент. Чуть позже я сделаю такой общий обзор, что я купил. Если раньше у меня были еще сомнения по поводу покупки аккумуляторного инструмента, то после первой же работе на потолке эти сомнения полностью развеялись. Очень удобно. Потолок готов. Вот как в моем понятии должен выглядеть подготовленный потолок. Правда, мой помощник сказал, что он большой разницы не видит. Второй этап – это грунтовка. Используем грунтовку глубокого проникновения. Грунтовку наношу методом распыления. С одной стороны это самый быстрый способ, но с другой стороны надо все накрывать пленкой. После того, как грунтовка высохла, надо запенить межплиточные швы. Почему именно пеной? Потому что если мы их замажем раствором, так как плиты подвижны, там в любом случае образуется трещина. А пена не треснет, и плюс это дополнительная теплоизоляция. После того, как пена высохла, обрезаю ее малярным ножом. После того, как я обрезал пену, я решил загидроизолировать швы. Почему? Потому что, когда еще была подбелка, следы от старых подтеков были именно только в швах. В принципе, сама эта работа много времени не займет. Ну, вообще, теоретически это, конечно, можно не делать, но все-таки я такой человек, что если что-то можно сделать дополнительно, то я обязательно делаю. Поэтому я буду использовать мастичную гидроизоляцию Ceresit CL51 и гидроизоляционную ленту. В данный момент крыша полностью перекрыта, там все покрытие новое, ничего не течет, но на всякий случай для подстраховки я решил все-таки загидроизолировать швы. Такая гидроизоляция и лента наносится очень легко. Перед использованием обязательно надо перемешать. И можно клеить ленту.
Приступаем к следующему этапу. Это монтаж экструзионного пенополистирола на потолок. В качестве утеплителя буду использовать экструзионный пенополистирол XPS Carbon Eco от Технониколь. Чем хорош этот материал? Помимо того, что это один из самых эффективных теплоизоляторов, у него еще есть четверть, прорезана фаска, и сама поверхность, она не гладкая. Это сделано специально для того, чтобы хорошо цеплялся за нее клей. Потому что если бы она была гладкая, то тогда бы пришлось ее чем-то царапать наждачкой или производить какую-то механическую работу, чтобы улучшить адгезию. К потолку буду клеить на полиуретановый клей для пенополистирола. В этой части листа, которая будет стыковаться со стеной, отрезаю четверть. Я хочу попробовать приклеить пенополистирол к потолку без грибков. Начинаю наносить клей. Я подстраховываюсь для того, чтобы утеплитель нормально держался без грибков. Поэтому еще буду использовать цементный клей для пенополистирола. Если брать обычную классическую систему утепления, то это чрезмерно я делаю, потому что можно было обойтись только полиуретановым клеем или только цементным. Но надо использовать обязательно грибки. Для эксперимента один кусок пенополистирола приклеиваю к стене. После того, как мы приклеили пенополистирол, можно подвести промежуточные итоги. В принципе, основная работа вся выполнена. Прежде всего, давайте посмотрим, насколько крепко XPS приклеился к стене. Держится крепко, с учетом того, что у нас клей для пенополистирола еще посередине. Я думаю, что тут можно обойтись без грибков. Но тут важно понимать, если вы делаете фасад, утепляете что-то снаружи, то, конечно же, надо использовать грибки, потому что там есть ветровая нагрузка. Может подуть ветер, и ваш фасад просто унесет. Здесь же внутри помещения на потолке никакой ветровой нагрузки нету, и мне главное, чтобы он не отвалился просто на натяжной потолок. Эксперимент прошел удачно, все держится очень крепко, с учетом того, что у нас еще здесь клей для пенополистирола цементный, поэтому все очень надежно. Почему я не хочу сверлить потолок? Вот представьте, что на потолке это плиты перекрытия. Швы мы запенили, загидроизолировали, сами плиты воду не пропускают. Это даже было видно по следам на потолке. Подтеки с того момента, как крыша протекала, были только в швах. Теоретически, где-то может быть в пустотах вода, или они могут быть просто не герметичны. Нижняя часть
воду не пропускает. Если мы дюбелимся, то, соответственно, мы пробиваем пустоты. И уже есть риск, что где-то может пойти вода в помещение. Вся крыша, она в принципе перекрыта. Мы сделали гидроизоляцию швов и утепление. XPS-плиты монтировали со сдвигом. Все пустоты, которые были, запенили. Все держится крепко и надежно. На эту работу мы потратили 1 день. Теперь остался последний финальный этап работ. Для пожарной безопасности я затяну весь утеплитель клеем для пенополистирола с фасадной сеткой. Замешиваю клей по инструкции. Перед затяжкой клеем обрезаю пену. Начинаю затягивать утеплитель клеем и сразу вклеиваю фасадную сетку. Вот ориентировочная смета на работу. А это смета на материалы. Наконец-таки потолок готов. Ролик подошел к концу. Если вам было интересно, то, конечно же, поддержите канал лайком. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!